В первые дни Нового года в оккупированных районах Запорожской области украинская армия уничтожила пункты дислокации и склады боеприпасов российской армии. Генштаб сообщает о 260 раненых российских военных. Москва отомстила ракетным ударом по мирному Запорожью. В ночь на 4 января ракетами С-300 в спальном микрорайоне разрушен детский сад, сгорел объект инфраструктуры, а в 8 многоэтажках, расположенных рядом, взрывной волной выбиты окна и обвалились балконы. Что сегодня происходит в Запорожской области, разбираемся в этом видео. Это последствия ночного прилета по Запорожью. Подобные удары по городу российская армия наносит регулярно. Но в этот раз это была еще и месть за удачную атаку ВСУ. В районе Полохани работают С-300 по северу в основном, то есть это в район Гуляйполя и севернее. А вот по Запорожью это в основном чуть севернее Токмака. Там есть несколько точек, с которых они работают. С-300 они достают. Дальность в районе 100 километров С-300 может работать. Потому перехватить ее практически невозможно пока, по крайней мере, так как подлетное время очень маленькое и расстояние очень маленькое. 2 января украинская армия как раз отработала по позициям россиян в районах населенных пунктов Токмак, Мелитополь, Бердянск и Пологи. По данным Генштаба, уничтожены 2 склада боеприпасов, до 10 единиц военной техники, 2 пункта дислокации, ликвидированы и ранены до 260 военнослужащих вооруженных сил Федерации. А 4 января появилась информация об уничтожении ударом «Хаймарса» военной комендатуры в оккупированной Васильевке. Уничтожено управление как раз военными, о том, что уничтожена какая-то часть живой силы противника. И по всем более детальным моментам, я думаю, что в ближайшее время мы услышим, что там более детально происходит. А вот относительно всей Запорожской области, наши силы обороны занимаются тем, что выбивают врага из нашей территории. Сразу же после Нового года Москва начала переброску поближе к линии фронта основной массы мобилизованных, которые в последние месяцы проходили обучение. Увеличение численности и плотности живой силы противника эксперты отмечают практически по всем направлениям фронта. Это Запорожский, часть Херсонского, но основное увеличение численности войск идет в районе Донецкого направления, то есть это Донецк, Восток, Юго-Восток, Юг. От Донецка сейчас фарширован практически российскими войсками. То есть они либо ждут нашего прорыва в сторону Мариуполя на Волноваху и на юг, либо готовятся сами поджать наши войска с юга в сторону Курахова, зайти донецкой группировки нашей, та, которая сейчас удерживает определенные рубежи в районе Марьинки, в районе Песок, Красногоровки, Авдеевки, в том числе с юга, зайти со стороны Угледара. Российское командование еще в прошлом году, столкнувшись с дефицитом боеприпасов для артиллерии и невозможностью поражать резервы Украины в тылу, попыталось вернуть на поле боя авиацию. Именно поэтому Кремль начал кампанию бомбардировок критической инфраструктуры Украины. Основная ее цель – истощить украинскую ПВО, заставить снять с фронта значительную часть зенитных ракетных систем и потратить боеприпасы для них на противодействие ракетам и дронам, наносящим удары по электроподстанциям. Но и здесь что-то у Москвы пошло не так. Поэтому опять вернулись к привычной тактике – заливать фронт огромным количеством живой силы. Много ли их? Да, их достаточно много. Какого качества это пушечное мясо? Обычного качества. Они не умеют воевать, они не обстреляны, они не имеют военной сноровки, поэтому будут уничтожаться. Да, в последнее время мы действительно слышим о увеличении плотности на тех или иных участках, где россияне усиливают свои подразделения, в прибывшем. Но при этом же мы слышим о том, что, например, на Запорожье Мелитопольская больница, она забита просто, не хватает уже коек. Как считает украинское военное руководство, противник собирается в январе-марте организовать новое масштабное наступление, собрав для этого около 200 тысяч новых войск из числа мобилизованных. В результате, по оценкам военной разведки Украины, российская армия может потерять еще до 70 тысяч человек. И к таким потерям Кремль готов. А что думаете вы? Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Дежурный по Донбассу», чтобы первыми узнавать о событиях